Добро пожаловать в место, где швейцарская точность встречается с итальянским очарованием. Мы в Лугано, городе, который полностью ломает привычные представления о Швейцарии. Здесь вместо заснеженных вершин – пальмы, а вместо строгого режима жизни – легкая расслабленная дольче вита. Посмотрите на эту воду. Озеро Лугано – сердце региона Тичино. Оно окружено горами так плотно, что город будто спрятан в огромной изумрудной чаше. Это место часто называют швейцарским Рио-де-Жанейро, и совсем скоро вы поймете почему. Мы пройдемся по узким мощеным улочкам, где в воздухе смешивается аромат свежего эспрессо и теплой фокаччи. Здесь говорят по-итальянски, улыбаются прохожим и никуда не торопятся. Лугано – это не просто финансовый центр, а город-парк, город-открытка под открытым небом. В этом видео я покажу вам самые фотогеничные места, мы поднимемся на лучшие смотровые площадки и узнаем, как выглядит жизнь на солнечном юге самой дорогой страны Европы. Приготовьтесь, впереди полчаса настоящего эстетического удовольствия. Сегодня в Лугано выдался по-настоящему идеальный день. Теплый, солнечный, с легким ветерком, который приносит свежесть с озера. Мы начинаем нашу прогулку прямо от железнодорожной станции. Лугано – город холмистый, поэтому впереди нас ждет неспешный спуск вниз. Дорога уходит все ниже и ниже, открывая красивые виды на город, крыши домов и горы вокруг. Этот путь уже часть путешествия, где не хочется торопиться. По мере того, как мы спускаемся, перед нами появляется одна из самых красивых церквей города – Санта-Мария-дель-Анджоли. Она словно встречает всех, кто направляется к центру. Снаружи церковь выглядит довольно сдержанно, но стоит зайти внутрь, и открывается совершенно другой мир. Здесь можно увидеть работы Бернардино Луини, ученика Леонардо да Винчи. Внутри сразу ощущается особая атмосфера, здесь очень тихо и спокойно. После церкви мы продолжаем спуск и постепенно оказываемся в старом городе Лугано. Узкие улочки, теплые фасады домов, небольшие площади и балконы с цветами – здесь сразу ощущается южный, почти итальянский характер города, несмотря на то, что формально мы все еще в Швейцарии. Лугано расположен в кантоне Тичино. Это единственный италоязычный регион страны. И именно поэтому здесь такая необычная атмосфера. Швейцарская организованность и инфраструктура сочетаются с итальянским образом жизни, более расслабленным и эмоциональным. Исторически Лугано вырос как важный торговый узел между Северной Европой и Италией. Его выгодное положение на берегу озера делало город удобной точкой для обмена товарами, а позже он стал развиваться как центр банковского дела и финансов. Сегодня Лугано считается одним из заметных финансовых центров Швейцарии. Здесь работают банки, инвестиционные компании, управляющие активами, и город давно стал местом, где сосредоточен частный капитал и международные финансы.
При этом все это совсем не выглядит как типичный деловой мегаполис. Здесь нет небоскребов и суеты, а наоборот, все очень компактно, тихо и аккуратно. Финансовая роль города ощущается скорее в уровне жизни, в ухоженности улиц и в общей стабильности, чем в визуальной деловитости. И именно это делает Лугано таким интересным. Он одновременно курортный город у озера, историческое поселение и современный финансовый центр. И вот постепенно спускаясь по старому городу, мы приближаемся к воде, к той части Лугано, ради которой сюда приезжают чаще всего. Перед нами раскрывается главная драгоценность кантона Тичино – величественное озеро Лугано. Это не просто водоем, а сложная система извилистых заливов, сформированная ледниками тысячи лет назад. Озеро расположено на высоте 271 метр над уровнем моря, и прямо по его спокойной синей глади проходит невидимая граница между Швейцарией и Италией. Большая часть акватории принадлежит Швейцарии, а остальная – Италии. Его глубина достигает почти 300 метров. Под гладкой поверхностью скрывается холодная чистая вода ледникового происхождения, хранящая в себе тысячелетнюю историю. Когда вы выходите на набережную Лугано, вы, конечно же, сразу обращаете внимание на гору, которая возвышается над озером. Это Монте Сан-Сальваторе, визитная карточка Лугано. Благодаря своей почти идеальной конусообразной форме ее часто называют швейцарской сахарной головой, сравнивая с пейзажами Рио-де-Жанейро. Высота горы примерно 912 метров. Она словно вырастает прямо из воды, формируя узнаваемый силуэт города и отделяя Лугано от района Парадисо. С ее вершины открывается один из самых впечатляющих видов на регион – Альпы, озеро и терракотовые крыши старого города. В противоположной стороне находится Монте-Бре, еще одна знаковая вершина Лугано. Ее высота примерно 925 метров. На нее мы поднимемся чуть позже и увидим уже Лугано с высоты. Она официально считается самым солнечным местом в Швейцарии. В отличие от более строгого и скалистого Сан-Сальваторе, ее склоны мягче, покрыты средиземноморской растительностью и застроены элегантными виллами. Именно там, у ее подножья, скрывается Гандрия, старинная рыбацкая деревня, где время словно остановилось, а узкие улочки до сих пор ведут прямо к воде. А сейчас мы с вами гуляем по парку Чиани. Это настоящий зеленый оазис площадью более 60 тысяч квадратных метров, расположенный прямо на берегу озера Лугано. Местные жители называют его зелеными легкими города, и, поверьте, здесь дышится совершенно иначе. Раньше это были частные владения братьев Джакомо и Филиппо Чиани, влиятельных бизнесменов и политиков. В 1840 году они построили здесь роскошную виллу и начали разбивать этот сад. Именно благодаря им мы сегодня можем гулять по этим безупречным аллеям. Но главная деталь парка, мимо которой невозможно пройти, это знаменитые кованые ворота, которые открываются прямо в озерную синеву. Это, пожалуй, самое фотографируемое место в Лугано. В 1912 году город выкупил поместье, и парк стал общественным. Что здесь поражает, так это идеальный баланс.
С одной стороны строгий английский сад с аккуратными газонами и статуями, а с другой – буйство субтропической природы. Благодаря уникальному климату Тичино здесь прекрасно уживаются пальмы, магнолии, камелии и даже редкие гигантские секвойи. Продолжая нашу прогулку, мы выходим к самой дальней части парка. Здесь природа становится чуть более дикой, а дорожки приводят нас к устью реки Касарати. Именно в этом месте обустроена зона отдыха с небольшим пляжем. Многих интересует, а можно ли здесь купаться? Ответ – да. Вода в озере считается одной из самых чистых в Европе, но есть нюанс – она ледниковая. Сезон официально открывается в середине июня и длится до конца августа. В разгар лета вода прогревается до комфортных 22-24 градусов. Даже в жару вода остается бодрящей. Но именно здесь, у парка Чиани, течение реки Касарати может приносить более холодные потоки, так что будьте готовы к освежающему контрасту. А вот и это и есть та самая горная река Касарати. Набережная Лугано тянется вдоль центральной части озера и соединяет самые красивые городские зоны у воды. От центра и парка Чиани она плавно продолжается в сторону жилых кварталов у берега и, по сути, образует длинную непрерывную прогулочную линию вдоль озера. Полностью обойти все озеро пешком невозможно. Береговая линия очень изрезана, вокруг горы и обрывы, поэтому на некоторых участках дороги просто нет. Но именно в пределах города и ближайших районов набережная устроена так, что можно идти часами вдоль воды, не теряя контакт с озером. Если смотреть шире, вокруг озера расположены небольшие городки и деревни, такие как Гандрия, Маркоти и другие прибрежные поселения. Они выглядят как отдельные маленькие миры на склонах гор, и каждый из них по-своему открыт к озеру. Но напрямую пешком добраться между ними вдоль берега чаще всего нельзя. Именно поэтому здесь очень развита водная система. По озеру курсируют регулярные суда и туристические кораблики.
которые соединяют Лугано с этими деревнями и даже итальянской стороной. Это не просто прогулочные экскурсии, это полноценный транспорт, которым местные до сих пор пользуются как обычным способом передвижения. Гуляя по набережной, вы точно обратите внимание на эти необычные, почти сказочные деревья. Кажется, будто их стволы заканчиваются странными узлами или шишечками. Это знаменитые швейцарские платаны. Такая причудливая форма не каприз природы, а результат кропотливой работы садовников. Эта техника обрезки называется поллардинг. Каждую зиму ветви подрезают до одной и той же точки, из-за чего со временем на концах образуются такие характерные наросты. Эти деревья – настоящий символ швейцарских набережных. Вы встретите их и здесь, в Лугано, и на Женевском озере. Высаживают их именно так по очень практичной причине. Это позволяет жестко контролировать высоту кроны, чтобы деревья десятилетиями не зарастались и не закрывали жителям и туристам виды на горы и озеро. Зимой и ранней весной голые ветви с этими кулачками выглядят как сюрреалистичные арт-объекты. А летом из каждой такой шишечки вырастает густой пучок веток с огромными листьями, и платаны превращаются в плотный зеленый купол, создавая идеальную тень над красными скамейками променада. Это и есть тот самый швейцарский порядок. Даже природа здесь подстрижена по линеечке, чтобы подчеркивать красоту пейзажа, а не мешать ей. Мы продолжаем нашу прогулку и направляемся к фуникулеру, который поднимет нас на одну из самых красивых точек над Лугано – Монте-Бре. Станция находится в районе Кассарати, что буквально в нескольких минутах от набережной, и отсюда начинается подъем в горы, прямо над городом. Фуникулер здесь состоит из двух частей. Сначала вы садитесь в первый вагон, который медленно поднимается вверх, проходя через жилые районы и зеленые склоны. Уже на этом этапе начинают открываться красивые виды на крыши Лугано и озера. Затем вас ждет пересадка, она очень простая и занимает буквально пару минут. Вы выходите и переходите на второй фуникулер, который поднимается еще выше, уже в сторону вершины. Весь подъем занимает примерно 15-20 минут, но за это время пейзаж полностью меняется, от городских улиц к настоящей альпийской атмосфере. И вот вы оказываетесь наверху, на Монте-Бре. Это место считается одной из самых солнечных точек Швейцарии. И здесь действительно ощущается совсем другая атмосфера. Тихо, спокойно, и воздух кажется совершенно другим. С вершины открывается панорамный вид на весь Лугано, озеро и окружающие горы. В хорошую погоду видно очень далеко. И это одно из тех мест, где хочется просто остановиться и смотреть. Наверху есть небольшая деревушка с традиционными домами, уютные рестораны с террасами и несколько панорамных площадок, откуда можно сделать красивые кадры. Отсюда также начинаются пешие маршруты. Например, можно спуститься пешком вниз к озеру или пройти в сторону живописных соседних деревень. Дорога очень красивая и проходит через леса и смотровые точки. Ну что, нам пора возвращаться обратно. Мы снова садимся на фуникулер и начинаем спуск вниз. На этот раз я специально снимаю саму поездку. Часть пути проходит через туннель, и это создает очень интересный контраст. Еще секунду назад открытые панорамные виды, солнце и озеро, а затем фуникулер буквально уходит внутрь горы, в прохладную тень.
В этот раз я решила не доезжать до конечной станции и выйти чуть раньше в одной из небольших деревень на склоне, чтобы спуститься обратно в Лугано уже пешком. Мне хочется посмотреть, как живут эти места не с высоты смотровой площадки, а изнутри. И вот мы снова в старом городе Лугано. Это видео я записываю утром, потому что мне хотелось увидеть и почувствовать город именно в это время, когда он еще не наполнен людьми и суетой. Днем, когда здесь много туристов, все воспринимается совсем иначе. Ты больше смотришь на людей вокруг, чем на сам город, и теряется ощущение места. А утром все наоборот, тише, спокойнее, и город как будто становится ближе. Сейчас я просто гуляю по этим улицам без какого-то плана, смотрю по сторонам, замечаю детали, фасады домов, ставни, балконы с цветами, узкие переулки. В такие моменты лучше всего чувствуется сам город, не как туристическое место, а как живое пространство, где люди просто живут свою обычную жизнь. Но есть на нашем пути здание, которое заставляет остановиться даже самого искушенного путешественника. Это Палаццо 1909. Его фасад – настоящий гимн эпохи прекрасного стиля. Только посмотрите на этот угловой балкон. Это не просто часть дома, это ювелирная работа на камне и металле. Здесь очень много маленьких улиц и неожиданных поворотов. Ты просто идешь и вдруг оказываешься в каком-то дворике или на маленькой площади, которую не планировал увидеть. И вот в такие моменты город раскрывается особенно. А этот цветочный магазин я просто не могла пройти мимо. Здесь такие красивые яркие цветы, что невозможно не остановиться. Все выглядит очень аккуратно, уютно и по-домашнему, как маленький уголок, который сразу добавляет настроение всей прогулки. Еще одна деталь, на которую я обратила внимание, это знаменитые портики Лугано, ставшие архитектурным символом города. Эти крытые галереи с ритмичными рядами арок и массивными колоннами тянутся вдоль центральных улиц, создавая уникальное пространство. Прогуливаясь под этими сводами, ты словно попадаешь в бесконечный коридор, где городская суета смягчается ощущением уюта и защищенности. Здесь всегда прохладно в летний зной и сухо в дождливый день. Архитектура этих пассажей, во многом вдохновленная ломбардским стилем, превращает улицы в настоящую галерею. Особенно это чувствуется на Виа Наса и Виа Песина, где под сводами соседствуют роскошные бутики и старинные гастрономические лавки. Портики работают как естественный объектив. Через их арки город открывается фрагментами, словно череда кинематографических кадров. А еще здесь просто невозможно не заметить, как оформлены некоторые рестораны. Прямо под сводами арок над входами можно увидеть развешанные гроздья солями и большие окорока. И это выглядит настолько колоритно и аппетитно, что пройти мимо просто невозможно.
Знаете, я очень долго откладывала поездку в Лугано, при том, что Швейцария всегда была для меня эталоном красоты. Цюрих с его энергетикой казался мне невероятно красивым, Берн покорял своей статью. Но почему-то именно до Лугано я никогда не доезжала. И вот, наконец-то, я здесь. И теперь меня терзают сомнения. Кажется, Лугано может стать моим самым любимым городом в этой стране. Здесь есть абсолютно все, что я ищу в идеальном месте. И величественные горы, и зеркальная гладь озера, и сама архитектура города, такая уютная и при этом благородная. Но главное – это атмосфера. Лугано какой-то удивительно расслабленный. Здесь нет суеты, только спокойствие и эстетика в каждой детали. Думаю, Лугано – это главное открытие моей поездки и, пожалуй, самое гармоничное место во всей Швейцарии. Прогуливаясь по центру, я решила заглянуть в Коп. Это один из самых популярных здесь магазинов. Посмотрите, как они все выставляют. Даже снаружи на улице стоят аккуратные стеллажи с печеньем и сладостями, мимо которых просто невозможно пройти. Заходим внутрь, и здесь, конечно, глаза разбегаются. Как же в Швейцарии без швейцарского шоколада? Все мы знаем, насколько он вкусный и как ценится во всем мире. Это не просто десерт, это настоящий символ страны. Как бы не хотелось здесь остаться, но мне пора бежать на вокзал. Скоро мой поезд. Спасибо, что провели это время со мной. Очень надеюсь, что мне удалось передать вам хотя бы частичку этого уюта и атмосферы города. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. До встречи в следующих видео. Приключения продолжаются.